И вот пришла в голову идея сделать такую выставку, не простую, а интерактивную. Я хочу собрать те работы, которые хранятся у меня, свои работы, и там подготовить их и выставить на обозрение, на суд зрителей. И сам вспомню про них, и как, может быть, тут будут и старые работы, и новые. Вот, а это такая птичка. Но она по как бы стилистике такой напоминает что-то такое, какой-то инструмент, да, или инструмент, которым работают, или оружие какое-то. Вот. На самом деле у нее тоже есть свой секретик. Если приглядеться к ней, то можно увидеть, как я думаю, что можно увидеть, по крайней мере, я это закладывал, профиль человека. Вот это, если нос, это вот это нос, это, губа, наверное, да, это место, это, соответственно, бровь. Это там, может быть, ус, какая-то часть лица. Короче говоря, это какой-то вот фрагмент лица. По крайней мере, задумывалось так, чтобы вот это одновременно виделось, это образ птицы, но одновременно в нем угадывалось что-то еще, что-то непонятное такое вот. Это создавало такую зыбкость некую. Вот это напряжение. Вроде и птица, а вроде и не птица, а вроде еще что-то. А что, можно даже увидеть конкретно. Вот, такая была идея. Или вот еще такой персонаж. Он движется в ту сторону, и там существует его цель, которую он намерен поразить. То есть это движение в одну сторону, в сторону цели, которую надо поразить. Вот еще такой образ. Это царевич Дмитрий, убиенный. На иконах он изображался всегда с ножом, сжимая в руке нож. Нож, причем это орудие его убийства. Я не хотел, чтобы он сжимал нож как угрозу, да? Я оставил раскрытой ладонь. Он как бы отталкивает нож, и тем не менее он его и принимает, и отталкивает одновременно. Эта фигура сейчас находится в музее Угличского Кремля. Это я повторил ее уже, там другая фигура, а эту я повторил, чтобы оставить. Он дорог мне. Вот тоже работа. Она навеяна петроглифами, наскальными рисунками. Вот здесь такие пересечения линий, как бы силовые линии какие-то вот в мире, да, они образуют сгустки этих линий пересечений какие-то, и в точках пересечений возникает какой-то образ, да, вот как бы он смысловой, силовой, эмоциональный какой-то образ, да, вот он возникает. На самом деле так она и возникла. У меня под ногами в мастерской просто лежали
лежали обрезки, фрагменты, какие-то вот палочки, какие-то железки. И вот они возник, по-моему, даже веерная такая, как-то веером вот располагались эти не заготовки, а просто кусочки, безотносительно чего. И эта веерность вот навеяла мне такую мысль. То есть эти линии, они создали во мне этот образ. То есть фактически случайным образом попавшие в одно поле, в одно место предметы соединили, чтобы создать образ. Да? Вот он возник, и чтобы остановить его, остановить мгновение это, да, я вот, ну, вот сделана такая фигура. И все. Если бы вот она как бы идет дальше. Ну вот, возвращаясь к формату нашего разговора, хочу рассказать об этой вот скульптуре. Велосипедист, он, тоже с ним связана одна история. Я сам очень люблю кататься на велосипеде, ездить на велосипеде очень люблю. И сделал, ну, в чем-то такое автопортретное какое-то такое работу. И когда я сделал, мне очень понравилось, что получилось. Вот прямо честно. Вот бывает, что такое. Вот понравилось, эта вещь нравится. И как раз выставка подоспела. Была выставка в Доме художника на Кузнецком. И у меня такая хорошая новая работа. У меня она и есть. Это футболка с велосипедом нарисованным. Я одел эту новую футболку, сел на велосипед, взял работу в рюкзак и поехал на выставку. И вот думаю, какой я крутой. Я еду, сделал такого классного велосипедиста. У меня новая футболка с велосипедом, и я сам еду на велосипеде на выставку. И где-то на полпути, как меня занесло, там мелкий гравий был. И я, поворачивая, не учел этого, и меня снесло, и просто вот распластался буквально. Весь был в наушниках еще, разбил наушники, они меня и спасли, наверное. И так, лицо разбито, коленка, локоть, весь побитый. Новая футболка, конечно, такая на выброс. Вот. И я доехал все-таки на выставку, уже так помылся, как-то велосипед оставил, добрался до выставки и рассказал своему там товарищу хорошему вот эту ситуацию. Вот представляешь себе, говорю, ехал на велосипеде в такой футболке с такой работой. И так я позорно упал. Он сказал, да выпендривался. Вот такая история связана с этой работой. А это еще одна работа, тоже связанная с велосипедом, как я уже говорил, это любимый мой вид транспорта. Здесь нет никакого сходства, никакого портрета, и, собственно говоря, нет велосипеда, есть только движение. Здесь задача была именно в этом. Показать, показать направление горизонтальное и направление фигуры, стремящейся вперед. Вот это вот чистое движение. Два пятна, они тоже как бы какие-то блики такие. Вот. Мне кажется, что, я не знаю, удастся ли мне вот попасть, чтобы блик попал. Они вот здесь, мне кажется, нужны, эти два пятнышка, которые как такой зайчик такой солнечный стрельнул, выстрелил, блеснул, и все, и нет его. Это чистое движение такое. Есть какое-то музыкальное произведение, называется тоже «Чистое движение». Да, здесь вот чистое движение в статике, да, как бы в статике, но движение.